мрака к свету, от печали к радости. Слова на все времена. Сколково. Жизнеспособный конкурент Кремниевой долины или фееричный провал? До конца 2010 года первые проекты инновационного Сколково получат свое финансирование. Многомиллиардный проект должен был показать всему миру достижения российской науки, но стал известен не столько своими инновациями, сколько коррупционными скандалами. В фонде Сколково в центре Москвы сегодня прошел обыск. Постановление о его проведении оперативники предъявили лично главе фонда Виктору Виксельбергу. И наград почти сразу же стал мемом и объектом насмешек. Особая разновидность мух – мясная, высококалорийная. Они у нас не только дольше живут, но и яйценоскость у них наиболее высокая. Но сторонники масштабного строительства призывали скептиков немного потерпеть, мол, и Кремниевая долина не сразу стала такой, какой мы сейчас знаем. И правда, начиналось все вроде бы даже неплохо. Инвесторами Сколково стали такие международные IT-гиганты, как Microsoft, Samsung, Cisco и Nokia. Мы решили пойти на такие вложения не только из желания помочь России, но и ради развития собственного бизнеса. Но прошли годы, а проект по-прежнему почти полностью живет за счет бюджетных средств, то есть наших с вами денег. У Сколково будет, не сомневайтесь. Сегодня о грандиозном детище Дмитрия Медведева будто бы все подзабыли. Что стало с русской Кремниевой долиной? Почему российские предприниматели все равно уезжают пилить стартапы на Западе? Быть резидентом Сколково выгодно или зашкварно? Я съездил в Центр российских инноваций, поговорил с инвесторами и стартаперами, и сейчас вам все расскажу. А взамен я скромно попрошу вас перечислить мне миллион, нет, друзья, не долларов, а всего лишь лайков. А также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Не то чтобы прямо я как-то сильно из этого переживал, просто алгоритмы Ютуба такие вот капризные, и они очень ждут вашей реакции, чтобы ролик лучше продвигался. О создании российского центра инноваций в поселке Сколково рядом с одноименной бизнес-школой в то время президент Медведев объявил в марте 2010 года. Не так давно мы обсуждали вопрос о строительстве ультрасовременного научно-технического центра или города такого. Под строительство аналога Кремниевой долины передали примерно 400 гектаров федеральных земель. Ранее предполагалось, что высокими технологиями будут заниматься в Томске, Новосибирске, Дубне или Обнинске. То есть там, где уже есть научные кластеры, где не пришлось бы создавать нечто масштабное с нуля. Выбор ближайшего Подмосковья, больше известного как место расположения дач и загородных домов российской элиты, Медведев объяснил так. Будем строить в том месте, где у нас есть неплохой задел для того, чтобы это сделать быстро. Скорость имеет особое значение, поэтому будем строить его в Сколково. Первоначально из бюджета планировали выделить несколько миллиардов рублей в пределах 5-6. Деньги значительные, но в Сколково уверены, что расходы оправданы. Чтобы убедить компании поучаствовать в казавшейся тогда несколько сомнительной затее, им был предложен беспрецедентно благоприятный налоговый режим. Резидентам Сколково не нужно платить налоги на прибыль, имущество, землю, а также НДС, если компания отправит соответствующее уведомление в налоговую и будут продлевать. Резидентам предлагается пониженный тариф для страховых взносов 14% вместо базовых 30%. И все это до накопления прибыли в 10 миллионов долларов. Чтобы была мотивация этим заниматься, создавать свой бизнес с нуля, была мотивация рисковать и добиваться выигрыша. Однако ряд экспертов уже тогда сомневались, что подобных мер будет достаточно для реализации всех хотелок идеологов проекта. Партнер аудиторской компании Ernst & Young Петр Медведев в комментарии газете «Коммерсант» объяснил свой скептицизм так. Если смотреть на опыт Силиконовой долины, который мы пытаемся повторить, то там люди начали свой бизнес не из-за льгот, а потому что получили заказы от государства, которые они смогли сообща выполнять. Другой важной особенностью создаваемого в Сколково правового режима стало облегчение въезда в страну высококвалифицированных зарубежных специалистов. К работе в фонде действительно удалось привлечь ученых с мировым именем. Например, Роджера Корнберга, Нобелевского лауреата по химии. Он стал сопредседателем научного совета фонда наряду с Жаресом Алферовым, советским физиком и также Нобелевским лауреатом по физике. Правда, другие звезды мировой науки от работы в Сколково наотрез отказались. Нобелевский лауреат 2010 года по физике Андрей Гейм еще в 90-е эмигрировавший из России на приглашение фонд ответил так. «Меня это не интересует.
Там у вас люди с ума посходили совсем? Считают, что если они кому-нибудь отсыпят мешок золота, то можно всех пригласить? Ученый усомнился, что из Сколково получится сделать вторую Кремниевую долину. Для меня это звучит так же, как если бы в 90-х годах стали бы создавать электровакуумное Сколково, когда уже поезд давно ушел от вакуумных ламп к транзисторам. Так и здесь. Российские власти, в свою очередь, попытались всех вокруг убедить, что поводов для сомнения в возможности реализации идеи совершенно нет. По поводу Сколково. Ты сказал же, что все понесут ответственность, кто ругает Сколково. Значит, поэтому Сколково будет, не сомневайтесь. И дела действительно шли как будто неплохо. Фонду удалось привлечь к работе крупнейшие мировые компании. За 2 первых года существования Сколково договорился о создании исследовательских центров с более чем 20 международными компаниями, среди которых Microsoft, Siemens, Johnson & Johnson, IBM, Ericsson и Boeing. В России отличные инженеры, и там благодатная почва для развития инновационных технологий. Российскими партнерами Сколково стали ТНК BP, Сбербанк и Лукойл. Но потом что-то пошло не так. В 2012 году президентом снова стал Владимир Путин, который к увлечению Медведева новыми технологиями относился, мягко скажем, снисходительно. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. А уже через год более-менее положительный образ русской Кремниевой долины, который существовал на Западе, был фактически уничтожен. В фонде обнаружили различные финансовые нарушения. Об обысках в Сколково написали крупнейшие мировые СМИ. Новыми деталями обрастает другое громкое дело, связанное с фондом Сколково. Сегодня в его офисе прошли обыски. По данным вице-президента фонда Сиды Пумпянской, после этого инвестиции кончились. А ведь еще толком ничего не построили, только здание под названием Гиперкуб. Основание главных объектов будущего города-сада уже можно разглядеть с крыши единственного готового здания под названием Гиперкуб. Тогда же начала обсуждаться идея создания технологической долины на базе МГУ. В проекте активное участие принимал фонд «Иннопрактика», которым руководит Катерина Тихонова. Ряд СМИ называет ее предполагаемой дочерью Путина. На Сколково фактически поставили крест. Затем случился Крым, а потом и война на востоке Украины. С поста главы попечительского совета фонда ушел Владислав Сурков, фактически куратор проекта. Российский Минфин потребовал урезать финансирование Сколково на 20-40%. Иностранные инвесторы к проекту охладели, но смотришь на официальные цифры от фонда, а они как будто живут в параллельной реальности, и у них все хорошо. Количество компаний-резидентов за 10 лет выросло в 100 раз. Выручка компаний стабильно растет. Какой критерий не возьми, все они перевыполняют. К 2019 году планировали привлечь 2080 резидентов, а привлекли на 10% больше. Хотели создать 32 тысячи рабочих мест, а удалось 37 тысяч. Планировали получить за рубежом 150 патентов, а фактически вышло 205. А потом обращаешь внимание на суммы частных инвестиций, и все становится на свои места. Медведев в прошлом году озвучил следующие цифры. За 10 лет существования фонда в развитие инфраструктуры Сколково было вложено около 130 миллиардов рублей частных и 56 миллиардов рублей бюджетных средств. Правда, изначально руководители проекта обещали к 2020 году привлечь почти в 3 раза больше частных инвестиций – 360 миллиардов. Для сравнения, за один только май коронавирусного 2020 года компании Кремниевой долины привлекли почти 8 миллиардов долларов венчурных инвестиций, то есть почти 600 миллиардов рублей. Это за один месяц. А в Сколково столько и за 10 лет собрать не смогли. Что касается суммы, которую Сколково получила из российского бюджета, то она, по мнению журналистов РБК, кажется несколько заниженной. Еще в 2015 году они насчитали 75 миллиардов рублей бюджетных вливаний. Из них почти 18 миллиардов потратили на кампус Сколтеха и столько же на инфраструктуру. Что касается патентов, то это не показатель инновационности, а скорее индикатор того, что сегодня их очень легко получить. По словам председателя правления Сколково Игоря Дроздова, в мире примерно 90% патентов не работают и лишь 10% востребованы. Полностью завершить строительство Иннограда обещали к 2020 году. Но давайте посмотрим, во что в итоге превратились эти миллиарды. Просто так, с улицы,
попасть сюда нельзя. То есть можно войти, а вот въехать на машине нельзя, потому что территория Сколково закрыта. При этом она как-то очень странно закрыта, потому что такси пускает только Яндекс или Uber, а, например, каршеринг пускает только Делимобиль. Например, вот, то есть на такси ты на Яндексовском можешь приехать, а на Яндексовском каршеринге приехать не можешь. Видно, да, вот как эти улицы без деревьев, с этой ужасной плиткой. Посмотрите, как сделан перекресток, да, совершенно неправильно. Так сейчас не делают перекрестки. Вот это слева строится какой-то огромный паркинг. Это вот они сделали бульвар. И, казалось бы, хотя бы бульвар можно было сделать зеленым, но нет. Дерево здесь растет каждые 30 метров, что, конечно, недостаточно, и только вот по центру. Ну, то есть, посмотрите, насколько убогое вот здесь озеленение. Все в асфальте, со всех сторон вот эта плитка, бетон. Это как-то контрастирует с тем, что мы привыкли видеть, например, в Европе, когда мы говорим, опять же, про городскую среду. Это вот больше похоже на какие-то наши спальные районы начала нулевых. Прямо обратите внимание, как приятно по этому бульвару идти. Вот прямо хочется вечерком прогуляться по вот этому бульвару. На самом деле нет. Это, конечно, я шучу. Планы по застройке участка, они очень амбициозны. Если посмотреть на карту, то здесь должен появиться какой-то такой чудо-город. Но непонятно, когда он появится и появится ли вообще в том объеме, потому что стройка практически сейчас вся остановлена. Здесь только вот несколько объектов строится, есть какая-то редкая строительная техника, а большинство вот этих строек, они вообще выглядят заброшенными. Я не знаю, то есть здание, оно, с одной стороны, почти готово, вот, например, за моей спиной, но видно, что никакие работы там не ведутся. Там тоже должен появиться новый жилой район, стоят строительные краны, но опять же, стройка не идет, краны не двигаются. Неясно, это связано, может быть, с коронавирусом или с заморозкой конкретно этого проекта, но никакого активного строительства я здесь не наблюдаю, и непонятно, как они все это построят и когда. Ну, такая вот забавная деталь, которая тоже о многом говорит. Когда мы входим в главное здание, в местный технопарк, то нас встречают два огромных ржавых логотипа Сколково. Хотя здание, казалось бы, новое, и вообще непонятно, почему хотя бы логотип нельзя содержать в порядке. Ну, добро пожаловать в технопарк. Технопарк – это сердце инновационного центра Сколково. Это здание построено всего 4 года назад. И с первого же дня оно заполнено резидентами. Это технологические компании, которые занимаются исследованием, разработками и продажами этих технологий в области информационной технологии, промышленной технологии, новые материалы. Это технологии, связанные с биомедициной и сельским хозяйством, и технологии в области энергоэффективности. Здесь сидят гиды, которые проводят экскурсии для 25 тысяч человек в год. Для взрослых и для детей. Мы на этом немного зарабатываем еще. В остальных капсулах проходят встречи потенциальные с инвесторами, с заказчиками, с корпорациями, питчи, какие-то мозговые штурмы, стратегические сессии корпораций тоже тут проходят. Почему-то они думают, что здесь хорошо мыслится. Но вот я отвечаю за сообщество резидентов и за их развитие. Вот я измеряю свой собственный успех, насколько компании, размещенные здесь, растут быстрее, чем те компании, которые здесь не размещены. Ну, потому что они отобраны одними и теми же экспертами, по одним и тем же правилам, регламентам, но при этом, благодаря совокупности тех возможностей, тех сервисов, которые мы здесь развернули, мы наблюдаем кратный рост по сравнению с теми компаниями, которые размещены в других технопарках Москвы или там, где угодно, в бизнес-центрах каких-то в других. Чем больше у нас будет мест, где один человек может встретиться с другим человеком, тем лучше мы создаем обстоятельства для роста развития наших резидентов. То есть я верю в то, что, допустим, на йоге девушка-бухгалтер стартапа может познакомиться с сотрудницей грантовой службы, вместе пойти потом выпить смузи и порешать вопрос, который они никогда бы не решили вместе, если бы они не повстречались, хотя они сидят в разных зданиях. Вот. Итак, мы находимся вот здесь. Это технопарк. Да. Все, что подсвечено зеленым, уже построено. Подсвечена вторая очередь, она уже спроектирована, ее строительство должно начаться. Мы находимся в поиске источника финансирования, потому что только первая очередь была построена за бюджетные деньги, за деньги Минфина. Вторая очередь будет уже с помощью чуть-чуть частных инвестиций. Что еще построено за деньги Минфина, за бюджетные деньги? Это Сколтех, наш технологический институт, созданный по образу подобию и совместно с MIT, где учатся больше 1000 студентов, при этом на такое количество студентов 200 профессоров. Все
обучение только на английском языке, обучение бесплатное, только магистратура, бакалавриат в планах, аспирантура. Все студенты разбиты на группы. Стипендия у аспиранта достигает 70 тысяч рублей. Еще за бюджетные деньги построена гимназия и технопарк. Все остальные объекты частные. Здесь стартапы. Во всех остальных зданиях, если это не объекты социальной инфраструктуры или Сколтех, это корпорации. Для чего нам это надо? С нами сотрудничает больше 150 корпораций, как российских, так и зарубежных мейджоров. Мы с помощью этого инструмента вплетаем решения наших резидентов в технологические цепочки корпораций. Корпорации приходят к нам массово и говорят: покажите нам, пожалуйста, что у вас есть на вот такую-то тему, подберите нам, пожалуйста, набор технологий для внедрения в нашей организации. Вот эти вот улицы, дороги, это они относятся, они в чем ведомстве? Они недавно переданы правительству Москвы. Мы часть Москвы. Вот за забором Московская область, а это Москва. Это Москва. Мы платим налоги в Москву. Вот эти вот деньги, которые вы раздаете компаниям. Уже не раздаем. То есть вы уже не помогаете никому? Финансово мы практически никому не помогаем. Грантовое финансирование в этом году прекратилось. Практически прекратилось. То есть вы сейчас просто как офисный центр? Я 1,5 часа рассказывал о том, что мы не просто офисный центр, ты мне теперь говоришь, что мы офисный центр. Нет, ну понятно, вы особый офисный центр. Ни один офисный центр не помогает нанимать персонал или привлекать инвестиции. Понятно. Слушай, хорошо, вы там помогаете привлекать. Мы сервисная компания. Хорошо, вы сервисная компания, я имею в виду принципиально, да? То есть принципиально это, ну, как офисный центр с каким-то доп. услугами. Офисно-лабораторный центр, заинтересованный в развитии своих резидентов. С чатами, заинтересованы в развитии своих резидентов, да, но то, что вот мы там видели цифры, этому дали 100 миллионов, тому дали столько, то это уже... Этого уже нет. Есть микрогрантовая программа, которая позволяет выдавать, ну, честно говоря, небольшие для стартапов деньги, до 5 миллионов рублей в год, на защиту интеллектуальной собственности, на создание прототипов. Раньше это были там десятки, сотни миллионов рублей. Если завтра вы окажетесь вот сами по себе, коммерчески будет плюс или минус вся вот эта история? Плюс. Мы уже операционно рентабельны. Мы уже живем без государственных денег. Мы, как технопарк, инновационный центр еще в целом пока нуждается в государственном финансировании, но каждый год государственное финансирование уверенно снижается, а наша выручка кратно растет. Когда в самом начале, сейчас сколько начиналось, когда Медведев еще был президентом, все вот эти были там горящие глаза, это все хотели, было много там, мы русскую Кремниевую долину делаем. Вот спустя столько времени, вы считаете, принципиально получилось или нет? Принципиально получилось. 160 миллиардов рублей в прошлом году наша выручка. Выручка наших резидентов. 19 миллиардов инвестиций привлечено в них. Кремниевая долина, она же там в 40-50-е годы создавалась. Я думаю, что мы в хорошем темпе идем. Этих стартапов просто не было 10 лет назад. А сегодня их 3000 почти. Какая-то есть статистика, сколько ваших стартапов, они покидают Россию и уезжают, например, в настоящую Кремниевую долину после вас? Прям вот уезжают. Это так, наверное, неправильно говорить. Открывают офисы, и это нормально. Нормально, когда компания имеет офис разработки в Новосибирске, офис или лабораторию в технопарке, потому что здесь она привлекает российские инвестиции и выходит на российский рынок, и при этом имеет представительство в Сингапуре или в Кремниевой долине. Группа IB сегодня открыла офис в Дубае. Люди, которые вот здесь чего-то добиваются, они вам что-то должны или они могут просто в любой момент собрать вещи и сказать? Мы не участвуем у них в доле, они могут уехать в любую секунду. То есть никаких там обязательств? Там, нет. 5 лет там потом где-то работать? Нет, у нас просто с ними там договор аренды и еще несколько договоров, которые мы администрируем. Но если бы не Сколково, я убежден просто, вот могу руку на отсечение положить, было бы еще хуже. Мы многих, тысячи людей оставляем здесь. Если бы у них не было возможности реализоваться здесь, они бы уехали. А есть какая-то обратная история? То есть, ну, понятно, многие наши... Что, обратно приезжают? Талантливые ребята уезжают? Нет. Есть какие-то программы по привлечению, например, там, из Казахстана, из Индии, из Китая? Из Италии, из Финляндии. Есть программа, мы называем ее soft landing, это не мы придумали такое слово, термин. Компании из-за рубежа, даже не обязательно с российскими основателями, там, с итальянскими или с финскими или с казахстанскими, приезжают сюда, из Кореи, и это нас поставлено на поток. Приезжают сюда, регистрируют здесь юрлицо, передают сюда права интеллектуальной собственности и делают бизнес отсюда. К проектированию Сколково привлекли архитекторов с мировым именем. Разработчиком генерального плана Инограда стала французская компания Ареп. Не могу сказать, что он мне самому очень понравился, но из других представленных проектов он был объективно самый сильный и продуманный. Впрочем, из первоначального плана мало что в итоге воплотилось в жизнь.
Но я скорее выступаю как функциональный заказчик. В этом случае твои рекомендации, конечно, будут очень ценны как крупного специалиста в этой области. Здесь проблема в том, что как бы, вот настолько все плохо. Если брать вообще всю вот, улично-дорожную сеть, да, которая здесь была, это очень странно смотрится. С одной стороны, какое-то здание, там современная архитектура, и видно, что это Булгаков. Заказывали там кому-то, да, а потом приходит какой-нибудь, я не знаю, такой старый советский строитель из какой-нибудь НИИ, такой, а мы сейчас делаем вот эти улицы, как вот... Ну, я не... По ГОСТу. Ну, даже не то, что по ГОСТу, это такая вот Москва 90-х, такая вот лужковщина. Где же сделано неправильно абсолютно все. Если начиная от велодорожек, переходов, профиля этой улицы и вообще всего. И чтобы ни у кого даже не возникало сомнения, что ты находишься там в Кремниевой долине, да, они такие, что надо сделать, да? Как вот вдруг люди так посмотрят и подумают, мы не в Москве. А давайте будем красить люки еще в такой, найдите самый такой отвратительный зеленый свет на складе там какой-нибудь. Я уж переживал, что парковки под окном не будет. Все на месте. Все есть. Ох, спокойно, сразу отлегло. Купить апартаменты в жилых комплексах в Сколково нельзя. Можно только арендовать, да и то не всем. Предполагается, что здесь должны жить только члены экосистемы, то есть сотрудники компании резидентов, а также преподаватели и студенты Сколковского университета науки и технологий. Апартаменты сдаются уже с мебелью, бытовой техникой, в общем, все как в Европе. Здравствуйте. Здрасте. Это жена. Очень приятно. Меня Илья зовут. Так, а сколько метров здесь? Порядка 40. Вы тут прямо живете? Да, живем, работаем. Вот в технопарк работаем, ходим. Первый раз вижу такую чистую квартиру, в которой живут люди. Это жена. Просто все убрано. Так, кто разбил окно? По-честному рассказывать? Да. Это ремонтники такие. А, это ремонтники. Они чинили и чуть-чуть. На балкон есть выход туда? Да. Не отсюда, да? Сколько раз вы ругали архитекторов, которые не сделали здесь дверь? Мы Сразу. Только подумали. Только заехали. Да. Причем все. И начали искать, а как выйти? А выйти? Да, ну очень нелогично. В спальне выход есть, а на кухне. Все, то есть спальня выход есть, отсюда нет. А вы ее снимаете или купили? Да, снимаем. Снимаете. Сколько? 60 тысяч получается. 60 тысяч? Да, это включает 60 тысяч 750 рублей, если точно. Это коммунальный включается и пользование такси вот внутренним. Ну, естественно, локация лучшая для работы, потому что вышел и рядом технопарк буквально 10 минут. Ну здорово. Она прямо такая вот была? Без, значит... Не, ну ладно. Техника, конечно, там некоторая докупалась, но по сути... Да. Пальма была? Нет, пальма. И пальму вы купили? Это Икея, спасибо. Вот, Ну, стол, стулья, все это было? Да. В Тетрисе достаточно мебели, вот вся техника хорошего качества. То есть дальше у нас там Палисад построились, вот новые здания, которые еще мало заселены. А уже люди, которые ходят туда на осмотр квартир, хотят переселиться с Тетриса, им не нравится вся бытовая, все бытовые предметы, все на порядок дешевле. Вы, правда, похожи на образцово-показательную семью, которая, как в Северной Корее, знаете, показывают достижения. Они тоже в такой пустой квартире, где нету даже чашек. А вот, кстати, плюс в чем? У нас очень много места для хранения. У вас есть чашки? Да. Покажите, где ваши чашки. Сейчас мы проверим. Сейчас мы проверим. Смотрите, есть там сейчас будут все чашки одинаковые. Только чашки, у нас есть чайник. Все, ладно, все, теперь верю. Все, там есть бухлишка в конце спрятана, заначка. Добро пожаловать. Покажи, как живешь. Проходите. Так, а вы живете в этом потрясающем коттедже? Да, все верно. Работаем с 2012 года, живем здесь именно с 2017 года. Учимся с прошлого года, дочка учится в детском садике. А вообще руковожу своей компанией, мы стартап, опять же, с 2012 года здесь, в Сколково. Судя по календарю... Нет, это не имеет отношения. Служба контрразведки. Это не имеет к этому отношения. Понятно. И вы снимаете этот коттедж? Да. Ну, считайте, уже 4-й год.
Вот, довольны, как говорится, от и до, потому что... Он был прямо такой, то есть это вся вот мебель, ну, что было... Ну, основная мебель, что-то мы, конечно, докупали, что-то свое делали, что-то своими руками из-за того, что маленький ребенок, кот, опять же, всем было комфортно, вольготно, а так, да, все основное, это, конечно, здесь это и было. Сколько метров здесь? 150, по-моему. И сколько аренда? Ну, на текущий момент это порядка 180 тысяч рублей. Ну, то есть цены такие московские? Московские, конечно. Мы же в Москве. А все коттеджи, которые здесь есть, они все сданы? То есть здесь сейчас ничего не сдается? Вообще ни одного свободного тауна, ни одного свободного коттеджа. Особенно в период пандемии вообще все было заполнено. Вот, поэтому... Ну, а удобно. Мне до офиса 15 минут пешочком пройти, ребенка вот через поле в гимназию провести. То есть вы отсюда вообще не выезжаете? Только старших детей, если повидать в городе, то тогда да. Но опять же, если необходимости какие-то, именно такие бытовые, в поликлинику съездить, еще куда-то. Потому что, в принципе, вся инфраструктура у нас здесь под боком. То есть сейчас у вас рабочие места, хорошая школа? Ну, да, хорошее жилье, удобное, опять же. Вот, транспортное сообщение, но поскольку у нас машины, то, в общем-то, этим не страдаем, но люди автобусами пользуются, МЦД пользуются. Поэтому тут проблем каких-то не возникает. Какие минусы здесь жить? Про плюсы понятно. Минусы, ну, наверное, проблемы роста, потому что когда новое жилье, понятно, что те или иные инженерные проблемы, они возникают, вот, но все равно это достаточно быстро решается. С учетом того, что мы здесь обжились, то у нас вот уже именно таких инженерных проблем нет. Есть другие проблемы, когда, ну, чисто, наверное, такие инфраструктурные больше связанные с пребыванием здесь на территории, потому что иногда решения абсурдные принимаются, поэтому не очень понятно, зачем это делать. Ну, например, вот что? Ну, из последнего, да простит меня Ренат, да, что вот городская среда отдана технопарку Сколково. Мне, например, сложно представить, чтобы технопарк Строгино занимался проблемами в Северо-Западном административном округе, да. Здесь очень странное решение, потому что, с одной стороны, мы видим такие симпатичные таунхаусы, хорошая архитектура, качественная отделка внутри, но, с другой стороны, вот, оказываясь на улице, мы видим какую-то очень странную городскую среду. Например, они совершенно не продумали, где люди будут парковать машины. Поэтому жители этих таунхаусов, они ставят машины буквально вот под окнами. Весь вот внутренний проезд, который мог быть каким-то, не знаю, бульварчиком, он весь захламлен машинами. Машины там заезжают на эти газоны. И выглядит это просто, ну, как-то отвратительно. Хотя изначально можно было просто продумать какие-то навесы для машин сделать, чтобы они... или какие-нибудь гаражи, я уж какие-то банальные вещи. Вот. Здесь почему-то этого не сделали. Одна из главных проблем Сколково, то есть, по сути, что мы имеем новый город, да? Новый город, который строится буквально в чистом поле, сюда привлекаются специалисты, сюда привлекли модненьких архитекторов, да, здесь нету многоэтажек, то есть все жилье там, оно какое-то мало-среднеэтажное, и, казалось бы, настоящая Европа. Но, выходя на улицу, мы видим сплошное недоразумение. То есть, если здания, жилые дома, офисные центры проектировали архитекторы с именем, и они действительно выглядят неплохо, то городскую среду, вот эти вот улицы и общественные пространства, и все, что вот соединяет эти прекрасные здания, проектировали какие-то заплесневелые дедушки из какого-то провинциального проектного института. То есть это настолько все убого, устаревшее и, ну, например, вот смотрите, мы еще переходим на какой-то тротуар из такой вот бетонной дешевой плитки, которая вот вся уже развалена, да, здесь какие-то непонятные вот эти вот газоны, это якобы велодорожка с какими-то ужасными пересечениями, везде бордюры. В общем, городскую среду так делали, я не знаю, в начале нулевых. Это точно не стыкуется никак с этим современным городом, который здесь собирались построить. И обратите внимание, здесь вдоль дорог они не высадили ни одного дерева, то есть это все пусто-пусто-пусто, деревья есть, но деревья, они там где-то ближе к домам, еще где-то. То есть вдоль дорог нету ни одного дерева. А теперь просто для сравнения посмотрите, как делают новый район, например, во Франции, в пригороде Парижа, как выглядят новые районы, и, как говорится, почувствуйте разницу. Вот посмотрите улицы в Сколково и улицы, например, вот во Франции.
Вот за моей спиной находится Сколковская гимназия. Кстати, самое такое некрасивое, непривлекательное с точки зрения архитектуры здание здесь. Видно, что архитекторы здесь решили сэкономить, в отличие от остальных проектов, потому что они прямо классные. Так вот, Сколковская гимназия, она хорошая, там дети обучаются по системе международного бакалавриата, то есть после ее окончания можно будет поступать в европейские и американские вузы, результаты будут признаны, это довольно круто, но проблема в том, что она платная. Платная, для резидентов есть скидки, это стоит 30 или 50 тысяч, да, есть разные данные. А если вы не резидент Сколково, то почти 130. Это довольно дорого. Вот. Но, тем не менее, вот большая школа, и говорят, действительно, там с хорошим, качественным образованием. Еще одна история, то, что люди здесь совершенно не умеют работать с рельефом. Хотя рельеф здесь небольшой, в принципе, здесь все находится на равнине, но кое-какой рельеф есть. Да, но даже здесь они не смогли сделать выходы из подъездов на одном уровне, то есть там уже лепят какой-то убогий подъемник для инвалидов. Здесь какие-то появляются бордюры, ступени, лестницы, пандусы, и это очень странно. Казалось бы, почему нельзя грамотно, опять же, пригласить архитекторов, кто сможет с этим рельефом разобраться, чтобы он не был негативным фактором, наоборот, найти какие-то в этом плюсы. Ну уж делать выходы из подъездов так, с пандусами, с какими-то убогими этими подъемниками, которые никогда в жизни не будут работать, это уже позорище. Нельзя так делать в 2021 году. А вот здесь, кстати, хорошо видно, почему нельзя делать это вот проницаемое покрытие для газонов. То есть даже в Сколково оно не работает. По нему невозможно ходить, неудобно. Не то, что в каблуках, даже в обычной обуви. Кроме того, там не растет трава, и где вот там ездят машины, это источник грязи, пыли, и никакой красоты в этом нет. Пожалуйста, не делайте так. Ну и, кстати, порядок с парковкой даже в Сколково навести не могут. Вот мы переходим в такой большой парк, который здесь есть. И опять же, да, вот первое, что бросается в глаза, это отсутствие деревьев. Гигантские газоны, и почему-то они не высаживают здесь деревья. Я не знаю, может быть, кто-то из начальства здесь боится деревьев. Может, какая-нибудь гадалка предсказала ему, что смерть найдешь свою ты под деревом. И он сказал, ни одного дерева в Сколково не будет. Согласитесь, немножко пустовато это выглядит. Так, а здесь вот какая-то классная детская площадка внезапно. Да, здесь, смотрите, классная детская площадка. Какие-то вон дельфины, игры с песком, натуральные материалы. Здесь все выглядит здорово. Итак, мы приехали, можно сказать, в сердце благоустройства Сколковского. Здесь какой-то пруд с потрясающими дорожками, детской площадкой. В общем, все классно. Ну, мы приехали, и что мы здесь видим? Ру-пу-пум. Рядом с нами моднейший туалет. Вот я часто ругаю, да, российское благоустройство, что у нас не думают о потребности человека сходить пописать в человеческих условиях, да, поменять ребенку подгузник или еще что-то. Ну, то есть, как человек должен чувствовать себя достойно, все-таки не зря мы покорили космос, можно же уже как теперь пописать нормально, не под деревом. И вот в Сколково говорят, что можно. При этом туалет, он не какая-то строительная кабинка, посмотрите, как они классно сделали. Они сделали такой вот деревянный вокруг него забор. Такая красота, прямо скандинавский туалет. Давайте посмотрим, что там внутри. Внутри уже магия потихонечку исчезает, потому что, ну, тут уже стоит какая-то такая кабинка, но все равно. Главное, что есть туалет. Вот так вот. Сколково, чтобы никто не думал, что ты оказался в Европе. Ссать тебе, дорогой товарищ резидент, придется все равно под дерево. Не забывай, как говорится, свои корни. Пандус. Вот. Не знаю, что это, мне кажется, это просто иллюстрация сколковской карьеры, да, что ты становишься резидентом, и ты идешь такой сколковский трамплин, а туалет не работает. Вот мы приехали к пруду. Здесь действительно крутое, без всякой иронии говорю, крутое благоустройство. Единственное, что возвращает нас на грешную землю русскую, это инвентаризационные номера. Ну что, фонарь никто не спал, потому что как бы красота красотой, а инвентаризационный номер на самом видном месте трафаретом завхоз обязательно нанесет. Пойдемте посмотрим, что у нас тут с парком. Конечно же, табличка «Купание запрещено». Такая самая
табличка, которая только могла быть, она здесь. Чтобы ты понимал, дорогой товарищ, да, не смотри вокруг, не смотри на всю эту красоту, ты дома, не переживай, ты дома. Купаться запрещено. Куда в России без информационного стенда, значит, на котором посчитано каждое дерево, чтобы, конечно, дерево тоже никто не спил. Вот, значит, все чертежи выложены. Написано сразу, куда звонить. Вот при ЧС и пожаре, при нарушении общественного порядка. Объект комплексного благоустройства, центральный парк. Все, порядок, нормально. Не хватает только схемы эвакуации. Как мы знаем, без схемы эвакуации не обходится в России ни одно даже самое модное благоустройство. Что у нас здесь? Здесь у нас, наверное, раздевалки. Так страшно заходить. Это какой-то... В принципе, теперь понятно. Я понял. В общем, сколковские инновации. Поскольку туалет закрыть, срать все приходят, простите, в раздевалку. Вот. А вообще раздевалка очень странно сделана. То есть, не очень понятно. Блядь, здесь реально туалет. Блять, корабли бороздят просторы нановселенной, а срать люди ходят просто в раздевалку в Сколково. Просто все засрали. Стартапы со всего мира, инновации, мы выделяем миллионы. А лучше лопуха, простите. Все равно ничего не придумали. Берешь, лопухом жопу вытираешь и это. Вот, ладно. Здесь прикол в другом, что, смотрите, это типа раздевалка, но мы сейчас отвлечемся от того, что это общественный туалет. Как? Так, Вова, так, иди сюда, Вовчик. Друзья, это Вова. Вова будет эксперимент. Мы сейчас ставим эксперимент. Идешь туда и делай вид, что ты переодеваешься. Иди. Ну иди раздевайся давай. Вот, смотрите, я иду, хочу переодеться. Ну я ж пришел на пляж, я смотрю, вот раздевалка. Я такой иду, херак. Нет, ты иди, что ты стал, ты раздевайся. Так, я вот так вот подхожу. Я подхожу, и у меня, значит, такой выбор, направо или налево. Хер его знает, ну пойду налево. Ну, направо я уже ходил, пойду налево. Херак, а тут вовремя. Уйдите. Вот, как понять, что там кто-то переодевается, не понятно. Тут говно везде. Там реально везде говно, пошли отсюда. Сколково. Какой кошмар. Ладно, все, а здесь опять красиво. Здесь опять красиво, вот в Сколково тебя так вот шатает, да? Здесь охуенно и промежуточного варианта здесь не дано. Как вся наша жизнь, друзья. Вечером охуенно, а с утра красивый мостик. Тоже инновации. Значит, ну, поскольку правила техники безопасности написаны кровью, как мы знаем, и ни один красивый пруд, ни одно красивое благоустройство не может обходиться без уебанских табличек. Поэтому здесь, конечно же, поставили, да, вот, купание запрещено, этот знак. А зимой им надо было написать, что выход на лед запрещен. Они поставили стремянку и написали этот знак, второй знак. Ну, что-то добру пропадать. Второй, правда, поменьше. Ну, принтер был только А4. Вот, поэтому на скотч завхоз туда прилепил. Ну и так вот и осталось. Теперь вот лучшая иллюстрация, как у нас эксплуатируют хорошие, действительно хорошие пространства. Здесь крутейшая детская площадка. Это, кстати, что, это урна такая? А, это урна. Да, смотри. Здесь, по идее, они, наверное, хотели сделать раздельный сбор мусора, но так и не поняли, что разделять. Поэтому это просто... Здесь у нас воркаут. Классная детская площадка с потрясающей горкой, с сетками. Прямо очень крутая. Жалко, у меня сейчас деток нет моих здесь, а то бы они здесь с удовольствием поиграли. Деревья. И здесь приятно находиться. Ну, деревья — это не заслуга Сколково, как мы знаем. Сколково деревья не высаживают. Они, видимо, экономят. Все деньги ушли на инвестиции в стартапы. Деревья не высаживают. А здесь они сохранились. Это существующие были деревья. Вот. И потрясающая такая прогулочная петля по воде. Это все очень круто, это красиво. Здесь красиво. Здесь, когда смотришь, у тебя действительно опять такое впечатление, что ты находишься где-нибудь в Европе или в Америке. Здесь очень красиво. А там насрано. Это как соленая карамель. Казалось бы, зачем солить карамель? Вот так вот. Опять же, друзья, обратите внимание, да, как спроектирована улица. Это не какой-то густонаселенный, там, я не знаю,
пригорода, где должны быть какие-то скоростные шоссе, там, хайвеи. Это, по сути, маленький такой городок, где студенты, преподаватели, дети, где должна быть комфортная и безопасная среда, и меньше всего ты здесь ожидаешь увидеть какое-то шоссе с каким-то таким вот отбойником, который ставит там на скоростных трассах, да, чтобы если фура на скорости 150 км в час вылетит, и он ее защитил. Опять какие-то эти бесконечные заборы, там, зачем здесь все это нужно? Вот этот тротуар, ты идешь вдоль какой-то трассы. Это спроектировали с нуля, да. Здесь ничего не было. Они в чистом поле не смогли сделать нормальные улицы. Посмотрите, насколько убогая, неприятная эта улица. Посмотрите на ее профиль. Почему нельзя было сделать какую-нибудь красивую улочку, как во Франции, как в Голландии, как в Англии? То есть есть же массу примеров, как делать велоинфраструктуру, как делать пешеходные дорожки. И, казалось бы, вы с нуля делаете город, вы приглашаете дорогущих архитекторов, сюда какие-то миллиарды инвестируются, вбухиваются деньги, какие-то стартапы, что-то вот эти все там себя бьют в грудь, рассказывают, как все хорошо, а элементарно туалета нету, безопасных переходов нету, нормальных тротуаров нету, безбарьерной среды нету. То есть каких-то элементарных вещей сделать не можем. С одной стороны, мы рассказываем, как мы сейчас полетим в космос, и у нас там куча каких-то патентов, с другой стороны, жопу вытираем лопухом. А мы, друзья, продолжаем искать в Сколково работающий туалет. Пока только инвентаризационные номера на фонарях. И еще один туалет, тоже потрясающий заборчик, вот эти вот досочки, вообще все скандинавский стиль. Посмотрим. Значит, знаменитый сколковский трамплин, путь к успеху. Hello! Fuck you. Не работает. Не работает. Может быть, нам повезет в соседней кабинке. Пойдемте. Может быть, в соседней кабинке нас ждет чудо. Туалет не работает. Тут насрано. Тут срут прямо вот здесь, за этой шикарной скандинавской стенкой. Простите, друзья, я думаю, человек воняет и мухи летают. У меня есть идея. Я, конечно, еще не резидент Сколково, но у меня появилась идея для стартапа. Хочется даже взять и отправить заявку на сайт Сколково. Я хочу сделать здесь работающие туалеты. Мне кажется, мой проект обречен на успех, и их независимая комиссия должна войти в положение и единогласно проголосовать за меня, чтобы мне выделили деньги. Потому что, мне кажется, все начинается с нормальных санузлов. Технопарк в Кремниевой долине стал строиться вокруг Стэнфордского университета. В России решили пойти своим путем, а именно отказаться от идеи строить его рядом с уже существующими научными центрами в Новосибирске или Дубне. И построили университет с нуля. В 2012 году Сколковский институт науки и технологий Сколтех набрал на пилотную программу магистратуры первых студентов. В его создании принимал участие Массачусетский технологический институт, один из самых престижных вузов мира. 3 года назад Сколтех переехал в новое здание. Вот оно сейчас находится за моей спиной. Его спроектировали суперзвезды в мире архитектуры. Швейцарское бюро Herzog & de Meuron. Чтобы вы понимали, они проектировали галерею Tate Modern в Лондоне и Пекинский национальный стадион, больше известный как Птичье гнездо. Ну и вообще у них очень много крутых проектов по всему миру, и, собственно, вот один из их объектов находится в Москве. После выпуска из Сколтеха кто-то делает свой стартап и сам становится резидентом Сколково. Другие идут работать в условный Яндекс. Единицы решаются заниматься наукой в России, а некоторые собирают чемоданы и уезжают за рубеж. Ректор института Александр Кулешов признает, если вспомнить, то одной из целей, которые ставились перед запуском Сколтеха, было остановить утечку мозгов. Не могу сказать, что мы полностью с ней справились, но что-то, безусловно, остановили. Но вопрос тут уже в другом. Проблема не в том, что уезжают, а в том, что не возвращаются. Само здание очень крутое, оно, правда, с улицы не очень хорошо читается, нужно заходить вовнутрь, где такие вот переходы. И чтобы, опять же, никто не забывал, что мы находимся в России. Здесь потрясающие грязные двери сразу и таблички «No parking», и входа нет. То есть, видимо, иностранцы паркуются, а русские хотят войти, поэтому для каждого своя табличка. Еще не курить. Мы выдаем где-то от 1 до 2% мировой продукции, рассматриваем их в виде статей в международных научных рецензированных журналах.
что немного. Для примера, например, Соединенные Штаты производят порядка 25-30% научной продукции, и почти столько же производит Китай. Если рассмотреть не количественные, а качественные показатели, я говорю про все науки, все естественные науки, то то, что производится российскими учеными, как правило, более низкого уровня, чем в среднем продукция научная. Звучит очень странно, научная продукция, но тем не менее развитых стран. Под качеством понимаются, например, те журналы, в которых печатаются наши авторы. У журналов есть свой такой табель о рангах, называется индекс цитируемости. И, как правило, российские ученые публикуются в худших журналах, чем их коллеги из Западной Европы, США, Японии, ну и с некоторых пор Китая. Маленькая она просто потому, что мы экономика маленькая, и денег относительно меньше у нас здесь. То есть странно было бы, чтобы мы, фондируя науку, скажем так, по остаточному принципу, вдруг производили на свет какие-то замечательные открытия. Кроме того, в принципе, ученых во всем мире существенно больше, чем в России. Да? Если вы рассматриваете науку как поиск неизведанного, это немножко похоже, когда вы в лес пошли за грибами. Конечно, хорошо, если знать, где искать, но в отличие научные открытия, они не совсем как белые грибы, нет никаких таких специальных полянок, где они растут. Поэтому нужно, чтобы много людей искали, но при этом у них должны быть инструменты, тулы всякие, возможности это делать. Так вот, в России, собственно, условия для научной работы отличаются и в худшую сторону по сравнению с тем, что есть в развитых в научном отношении странах. Поэтому если вас мало, денег у вас мало, и условия для работы у вас, мягко говоря, не самые лучшие, то ожидать, что вы произведете на гора что-то вот такое, что прямо будет вау. То есть не то, что этого не может быть совсем. Это иногда бывает, но просто, скорее всего, это будет очень редко. А может быть, не будет никогда. Но, с другой стороны, масса ученых уезжает, например, из Индии. До недавних пор очень много ученых уезжало из Китая. В основном все в Соединенные Штаты Америки или в Западную Европу. Из Европы, хорошим тоном для профессионального ученого, молодого француза или англичанина считается, что после защиты кандидатской диссертации ты поедешь куда-нибудь, скорее всего, в Америку, поработаешь там несколько лет, но потом у тебя будет возможность вернуться и заниматься какой-то деятельностью у себя. Мы считаем, что мы можем поехать в Турцию, и поэтому железного занавеса не существует на пляж. Но наука в значительной степени делается не только в лабораториях, но и во время общения часто неформального ученых друг с другом. Для этого существует масса конференций, и это не вот эти угробищные конференции с международным участием, междисциплинарные по перспективным проблемам, это такие российское есть времяпрепровождение. Да, это большие серьезные конференции, где каждый знает каждого, и все знают, что туда нужно прийти, там нужно говорить, там нужно, чтобы тебя слышали, там нужно в бар ходить с людьми и выпивать с ними. Там делаются карьеры, там ты узнаешь о самых последних вещах, там у тебя возникают идеи, там у тебя закладываются коллаборации и так далее и тому подобное. Такие конференции происходят, как правило, в Новой Англии, в Соединенных Штатах. Новая Англия имеется в виду, это район северо-восточный, да. В Колорадо такие конференции есть, в Италии есть, во Франции. Для среднего Ивана Ивановича, русского ученого, попасть на эту конференцию очень сложно, в частности, потому, особенно сейчас, что нужно заниматься целой кучей какого-то геморроя, визы, черти что и так далее. Да. Понятное дело, что для ученых вот этих нескольких, не знаю, десятка стран, которых можно считать ведущими, у них такого рода проблем нет. Хочется внести хоть немного позитива, а то как совсем все грустно получается. Может быть, те, кто остался в России, обосновались в Сколково, все же смогли подарить миру лекарства от рака или создать работоспособного конкурента Теслы. Можете ли вы сходу назвать 10 успешных проектов фонда? Увы, большинство резидентов Сколково — это малоизвестные компании или даже никому неизвестные. Они не взлетели и, может быть, и никогда не взлетят. Но есть приятные исключения, которыми стоит гордиться. Кстати, вы там развесили патенты ваши. Ага. Сама идея классная, но проблема в том, что вот эти вот фотографии патентов, понятно, что их никто не увидит, и не знаю, какое нужно иметь зрение, чтобы разглядеть, что получится. Мне кажется, если вы их переработаете и просто напишите коротко патент на то-то, то-то, на то-то, то-то и так далее, крупно, какой из патентов без этих бумажек будет гораздо интереснее. Изначально мы занимались разработкой тестов на повреждение мозга, это инсульты, черепно-мозговые травмы, сотрясением. В начале 2020 года, когда мы узнали, что мир столкнулся с проблемой COVID-19, мы решили внести свой вклад и разработать собственный тест, экспресс-тест, который за 5 минут может определить наличие антител
IgM и IgG к, собственно, вирусу. Мы начали эту разработку, но у нас не было денег вообще, то есть поэтому мы объявили краудфандинговую кампанию на Бумстартере и за неделю собрали 2,5 миллиона рублей на реагенты, то есть мы были вообще на самом деле в шоке от того, какую поддержку нам оказали люди. Более 500 человек пожертвовали суммы, некоторые по 100 тысяч жертвовали, кто-то по 500 рублей, в общем. Очень круто. После этого нам хватило средств, чтобы заказать реагенты. Мы сделали разработку в кратчайшие сроки, чуть больше месяца. 16 июня этот тест зарегистрировался в России, и мы начали его продавать. То есть это полностью российский тест, 100% всех компонентов ключевых теста изготавливается здесь, в Сколково. Это тест, вот то, что берут... Беленький такой. Да. ПЦР. Ну, это не ПЦР. Либо из капли крови, либо из носа. Вот. У нас всего на сегодняшний день 3 теста. Тест-системы, которые мы зарегистрировали. Вот. И могу показать вам, как мы их производим. Да. Сколько один тест стоит? Стоит в магазинах где-то в районе 1500-2000 рублей. Это по крови делает, да? У нас 3 варианта теста. По крови, по слюне и после вакцинации. То есть если вы получил кто-то вакцину, да, мы можем определить, какой у человека титр антител, то есть насколько он защищен. Или, например, через какое-то время измерить, не стоит ли ему повторить вакцинацию, например, что-то такое. И кто-то покупает, кто делает тесты, или это только человек сам себе покупает, чтобы сделать? Нет, вообще основном 90% это продажи именно в больнице, поликлинике, то есть для профессионального использования. И где-то меньше 10% это аптеки. А насколько точный он у вас? 96% чувствительность, специфичность 99%. То есть, очень точно. Ну, я так понимаю, все тесты, они примерно одинаковые такие, то есть их же там и корейцы делают. Да, основные, на самом деле, производители в мире – это Корея, Китай, вот, США потом идет, вот, и все, по большому счету. То есть мы конкурируем на рынке. Принцип работы, он одинаковый у всех? Принцип работы одинаковый, да. То есть не то, что куплю корейский, он будет точнее там или… Думаю, что вряд ли. Это в один случай… Скорее всего, наш будет точнее, чем корейский. Почему? Ну, потому что мы, когда разрабатывали тест, у нас было время, чтобы сделать лучше, чем корейцы. Ну, подождите, ваша разработка, она в чем? То есть, дизайн, все остальное, он у всех одинаковый. То есть, ваша разработка, это в реагенте, который там, или что? Да, то есть, там основная специфика теста, это внутри, в самом реагенте. То есть, мы же берем там наночастицы золота, их конъюгируем там с антителами или антигеном, в зависимости от теста. Там используем разные там другие реагенты. И когда, и они определяют эти реагенты именно чувствительность теста. То есть у вас как супер рецепт этого реагента? Грубо говоря, у нас чуть лучше, чем у остальных. Но не то, чтобы там он чем-то отличался физически. Сколько в месяц вы сейчас этих тестов делаете? Ну, сейчас мы делаем около 100, больше 100 тысяч в месяц. В прошлом году было, безусловно, больше. И сейчас получаем CE-марк и ожидаем выхода в Европу. Мы планируем делать экспорт. Я считаю проект Сколково успешным. Во-первых, потому что в России просто его не с чем сравнить, тут особо аналогов нет. Есть Фри, есть в Казани, Иннополис, по-моему. Они все в своей степени успешны. PayQR – это платежный сервис. Мы запустили его в 2013 году. И в 2014 году стали резидентами Сколково. Мы хотели стать резидентами Сколково, то есть это была прям частью стратегии, что на одном из этапов мы станем резидентами Сколково. Собственно, участие в Сколково с самого простого, если начинать, это просто экономия. Это же очень большие льготы по зарплате. А так как у нас проект абсолютно белый, и компания белая, мы зарплату выплачивали всегда в белую, это для нас живые деньги. Чем больше денег мы сэкономим на налогах, тем больше денег мы направим на развитие проекта. Создавать аналоги Сколково не имеет особого смысла при продолжении существования Сколково. У нас и так, повторюсь, много. У нас есть Иннополис в Казани, это очень хороший и достойный проект. Я думаю, что Сколково не стремится получить какое-либо мировое призвание. В принципе, его знают в мире, но он ориентирован на российский рынок. Я могу сказать, что Сколково это очень серьезный инструмент в помощи российским стартапам. Я
Я, правда, немыслимо благодарна им за ту поддержку, которую они оказали. Недостаточно развита последовательность поддержки в инвестициях. То есть это вообще глобальная проблема российского рынка, что если какой-то стартап поднял деньги при сид-стадии, то дальше, соответственно, нужно сразу понимать, у кого, кто тот пул потенциальных инвесторов, который даст ему на раунд A, и кто тот пул уже более серьезных инвесторов, который даст ему на раунд B. Потому что сейчас стартапы в России, даже при поддержке Сколково, это бесконечный забег за деньгами. Проблема в России заключается в том, что ты можешь заливать деньгами в самом начале, но дальше-то это никуда не придет. То есть ты вложил деньги в российскую компанию, и, поздравляю, ты никогда в жизни, за редким исключением, можешь получить доход с этого. И не получая доход, соответственно, дальше автоматически не происходит вливание обратно денег в эту раннюю стадию. В итоге, конечно, эта система не работает, потому что это очень однобокая система. Я считаю, что большие корпорации, которые сейчас существуют, которые могут покупать стартапы, они очень жестко себя ведут на рынке. И Яндекс, Mail, сейчас Сбербанк много кого купил, но в целом они достаточно агрессивно себя ведут на рынке, и поэтому это убивает, опять же, всю эту раннюю стадию. То есть приходит инвестор, и ты ему показываешь классный стартап, а он думает, Яндекс копирует. Или Яндекс выкрутит руки и купит за ничтожно малые деньги. И поэтому очень большие риски из-за того, что культура, на самом деле, практически монопольное положение Яндекса, Mail.ru и сейчас будет еще Сбербанка, позволяет, убивает, на самом деле, рынок. То есть, и я считаю, что сейчас для рынка стартапов самое большое зло – это Яндекс, если честно. Фактически за счет монопольного положения они могут выкручивать руки проектам, потому что больше продаваться некому. Поздравляю, и если вы нам не продадитесь, мы вас копируем. Сколково это не панацея, понятно, да, это первые шаги, первые попытки формирования в целом экосистемы на государственном уровне, то есть в России венчурная среда, она очень-очень молодая, да, то есть там взять ту же долину, она начала формироваться в 50-х годах, мы, по сути, начали формировать там какой-то венчур в нулевых, наверное, годах, и, соответственно, такая огромная фора невозможно быстренько пробежать за 10 лет и сказать, что все хорошо. Поэтому здесь несколько факторов. Во-первых, очень маленький локальный рынок, и понятно, что если продукт имеет потенциал не локальный, но и международный, то проще сразу выходить на международные рынки. И с точки зрения какого-то более широкомасштабного признания, проблема сейчас в том, как мне кажется, что Сколково очень плохо вписывается в такую общемировую экосистему, скажем так, именно, скорее всего, из-за того, что это все-таки такое пока что государственное образование, фактически государственный некоммерческий фонд. И, соответственно, очень мало нетворка такого, условно, фонд, да, то есть хороший нетворк, стартап, нетворк, экосистема, он достаточно слабый. И, как мне кажется, именно эту часть необходимо в том числе прокачивать фонду, помогать через эти связи, собственно, и своим стартапам продвигаться на те же зарубежные рынки. В России, я абсолютно в этом уверен, у людей прошито какое-то такое, не знаю, избыточное, считаю, преклонение перед Западом, то есть кажется, что в США, в Европе проще делать бизнес. Ничего подобного. На самом деле гораздо проще делать бизнес в России. Россия – это страна возможностей. Мне очень понравился один мой товарищ, как сказал, что на самом деле первый миллион гораздо проще заработать в России. Первый миллиард гораздо проще заработать в США. Что такое? То есть Кремниевая долина. Это экосистема, и эта экосистема, она сама по себе выросла, в ней множество компонентов. Это прежде всего тусовка людей, набор определенных ценностей. А в России, когда пытаются построить свою Кремниевую долину, это всегда начинается с того, что мы построим там здание. Это здание будет вот здесь. И, конечно, такой подход не совсем работает. Раз. Два, я не очень верю в любую тему, когда, то есть, если дети высокопоставленных чиновников и так далее куда-то хотят, там навряд ли будет технологическая революция. Это не потому, что дети какие-то не такие, они могут быть замечательно образованные, прекрасные ребята, но просто если ты сыт,
то очень тяжело построить что-то новое. И то есть некие места для сытых детей, они не результируют в большие инновации. А когда ты даешь возможности людям совершенно неприкаянным, людям, которые страстно хотят что-то построить, но у которых ничего нет, вот в этот момент происходит прорывы, потому что я фундаментально верю, что инноваторы — это некие такие отщепенцы. Строится, я так понимаю, националистическая, скорее, экосистема, задача которой является инновация внутри страны. Но, да, есть движения и какие-то особые там, налоговые юридические режимы, которые Сколково дает. То же самое образование. Ну, это, пожалуй, самый успешный российский проект в этой области на сегодня. Сколково стал наглядным воплощением простой мысли, что тупо залить все деньгами, как из бронзбойта, недостаточно. Чтобы перейти от сырьевой к инновационной экономике, нужно создать благоприятный инвестклимат, а не вводить дурацкие запретительные законы и отпугивать тех редких зарубежных инвесторов, которые на свой страх и риск вкладывают деньги в Россию. Вот один лишь пример такого тупого запрета. С 2016 года в России нельзя выращивать генно-модифицированные растения и разводить ГМО животных в любых целях, кроме научных. В итоге частный капитал больше не финансирует эти исследования, так как они все равно не получат в нашей стране никакого реального воплощения. И таких примеров масса. Но российские власти продолжают действовать по старинке. В сентябре прошлого года Минфин предложил продлить государственное финансирование Сколково до 2024 года. Планируется ежегодно выделять на него больше 11 миллиардов рублей. А чтобы и дальше узнавать, на какие инновации уходят наши с вами налоги, подписывайтесь на мой канал, не забывайте про лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Всем пока!